Всем привет! Сегодня я покажу и расскажу, как сплести пасхальное яичко. Для этого вам понадобится бумажная лоза, обработанная, увлажненная, и вот такое пластиковое яичко или вареное яичко. Также подойдет пенопластовое, если у вас есть, для специального декора. Плести я начну с цветка сакуры. Для этого понадобится 3 увлажненные бумажные трубочки. Располагаем так, чтобы вот верхняя смотрела на вас. Делаем вот такой вот оборот, петлю. Берем верхнюю трубочку и делаем перпендикулярный оборот. И протаскиваем вот сюда во внутренний кармашек саму трубочку. Все аккуратненько подтягиваем, чтобы все углы, все трубочки смотрели ровно, каждый в свой угол. Подтягиваем все трубочки, чтобы они были приблизительно одной длины, выравниваем. Берем третью рабочую трубочку, вставляем в нижний угол, делаем оборот между углом и трубочкой. Это сюда идет виток. Делаем полный оборот. Дальше трубочка ложится между двумя вот этими трубочками. И вот здесь с шилом себе помогите, расширьте отверстие. То есть вот сюда, между вот этих вот двух как бы таких бугорков, двух углов, должна пройти третья трубочка. Вот, то есть рисунок такой: угол трубочка, то есть петелька трубочка, петелька трубочка. С каждой петли выглядывает трубочка. Все хорошо подтягивайте. Длины этих трубочек хватит на одно яичко. То есть если вы будете брать стандартного размера, не надо будет наращивать. Этой длины вам хватит. Все хорошо подтяните, чтобы максимально такой плотный цветочек был такого размера, как бы это и будет такой, как остриёк яйца служить. Мне это больше всего понравилось, потому что я брала, пробовала еще один вариант, там, где вот плоское дно, но оно не так смотрелось. Теперь возьмите вашу форму. У меня это вот такая детская пластиковая игрушка яичко. Можете взять вареное яйцо. Можете взять пенопластовое, сейчас очень много где есть. Так как у нас количество трубочек четное, а я буду плести ситцем, чтобы рисунок у меня ситцевый не наслаивался, ложился аккуратно, я вот так вот нарастила одну рабочую трубочку и положила ее вот так вот под форму, как бы создала еще одну трубочку основы. То есть теперь у меня 7 трубочек. Так у меня было 6 из цветка выходило. И я вот таким вот нехитрым способом увеличила на одну, и теперь у меня нечетное количество стоечек, и ситец не будет рисунок внахлёст. Как бы будет ложиться ровно рисунок. Вот здесь вот вы видите, вот это вот как раз та самая трубочка, которая дополнительная. Старайтесь сразу плести очень плотно, то есть вот прижимайте все рабочие трубочки и контролируйте процесс, то есть удерживайте их, чтобы рисунок максимально плотно ложился. Плюс вот эта вот дополнительная стойка, которую я ввела в плетение, она потом будет зафиксируется и будет максимально незаметно. Поэтому если все аккуратно, плотно плести, то это будет все хорошо выглядеть в дальнейшем. Теперь смотрите, каждый круг проверяйте. То есть вот вы проплели, проверяйте все, чтобы у вас стоечки смотрели как надо. Если вы не так давно в плетении и вам влажные стойки тяжело как бы удерживать, то сделайте, сплетите цветок сакуры и вот так вокруг формы зафиксируйте все стоечки, и пусть они высохнут, чтобы вот все стойки приняли форму яйца, и тогда плести вам будет легче. Но если у вас рука набита, в принципе, вы можете контролировать весь процесс плетения, то аккуратненько вот так вот оплетайте яичко, и никаких проблем, в принципе, не должно быть. Контролируйте, чтобы у вас расстояние между стойками было одинаковое. Это важно для рисунка. Самое сложное — это первые несколько рядков. То есть здесь пока вот трубочки не улеглись, они каждый хотят смотреть в свою сторону. Вот первые рядки самые сложные, потом уже дело пойдет легче. Сейчас я буду плести обычным ситцевым плетением по кругу, максимально прижимая плотно стойки, чтобы они принимали форму яйца. Все наращивания, так же как и в обычном плетении, мы выполняем за стойкой. Для этого я вот так вот, чтобы не расплелось, ну и форму не растеряли мои рабочие трубочки, не рабочие, а стоечки, я их вот так внизу зафиксирую зажимом.
В принципе, вот так, если, про что я и говорила, если вы новичок, вот так зафиксируйте с самого начала или резиночкой, или зажимом трубочки, и пусть у вас они высохнут, тогда плести будет легче. И для наращивания я вот так также под острым углом срезаю трубочку. В другую трубочку я аккуратно подрезаю кончик, чтобы срезать вот эту вот птичку, которая остается от скрутки. Капаю полимерным клеем для лучшего скольжения, ну и, конечно, соединения места наращивания. Обязательно проглаживаю вот так вот кончик, делаю бороздку и соединяю две трубочки. Таким образом у нас скрутка и наращивание очень глубоко друг в друга входит, и место стыка сейчас уйдет вот как раз за стойку. Дальше я буду плести обычным ситцем до середины. Если у вас пенопластовая форма яичка, то есть пенопластовое яйцо, вы можете прям полностью это яйцо оплести. Но я буду оплетать до середины, а потом выну его, чтобы дальше закончить свое плетение. Я доплела до середины своего яйца. Теперь я убираю форму, и дальше я буду плести уже без формы. Я буду контролировать натяжение обязательно, то есть той трубочкой, которой плетем. Сейчас уже пойдет выплетание низа, то есть идет на сужение, поэтому натяжение здесь играет важную роль. Чем больше вы натягиваете вашу рабочую трубочку, то есть чем сильнее вы ее тянете, тем сильнее будут стоечки уклоняться и как бы смещаться. Поэтому обратите на это внимание. И вот так вот аккуратно я стараюсь укладывать, именно укладывать трубочку рабочую, чтобы все стоячки равноудаленно, ну, то есть имели равное расстояние между собой и имели одинаковый угол наклона. Это тоже важно, чтобы у нас яйцо было пропорциональное. Поэтому следите, контролируйте эти моменты все. А так сейчас идет плетение просто на сужение.
Я подошла уже практически к концу плетения. Здесь расстояние у меня между стойками очень маленькое, поэтому плести здесь нужно аккуратно, чтобы плетение не получилось рыхлым, и сильно не вытягивать эту часть яйца, чтобы не было, чтобы низ не был сильно вытянутым, то есть имел форму яйца такого тупого, да, или вот круглого, чтобы верх у нас был острее. Теперь что я делаю? Я рабочую трубочку, здесь уже плести дальше нету смысла, то есть уже прям совсем расстояния небольшие. Я рабочую трубочку буду прятать прям вовнутрь плетения. То есть вот так вот я ее не подрезаю и прям на всю длину я ее прячу. Теперь все стоячки я вот так аккуратно заворачиваю и укладываю вовнутрь концами. То есть вот так крест-накрест я укладываю, можете по одной укладывать, но я сразу их парами. Вот так вот к центру. И, в принципе, у них расстояние позволяет, чтобы они держались там самостоятельно, длина трубочек. Поэтому их вот так вот укладываем. И, в принципе, на этом все. Можно загрунтовать яйцо и залакировать его. Вот так все концы спрятаны. И дно у нас получилось прям таким кругленьким. Вот такое вот пасхальное яичко у меня получилось. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если что-то непонятно, пишите, обязательно вам отвечу. Всех со светлой Пасхой!